В этом видео еще немного Гаваны. Гавана – столица Кубы. Все мы знаем, что Кубу открыл Христофор Колумб в 1492 году, приняв остров за материк. На этом видео и фото архитектура Гаваны. Ездить по городу и наблюдать эту разную архитектуру было очень интересно. Это смесь испанской колониальной архитектуры, барокко, модерн, крытые галереи с широкими коридорами, площади с мощенными булыжниками и стоящие вокруг старые дома, занесенные в наследие ЮНЕСКО. Все это гаванская архитектура. Архитектура старой Гаваны, сохранившая облик колониального периода, впечатляет. Архитектура Гаваны, конечно же, производит впечатление. Эти старинные здания, которые сохранились, и этот абсолютно различный стиль. Здесь мы видим наследие античного стиля и там же мавританского. Для этого стоит приехать в Гавану и все посмотреть. В Гаване можно увидеть все, что угодно, все стили и направления архитектурной мысли. Архитектура действительно удивляет и поражает. Памятник Антонио Гадесу, испанский коммунист и танцор фламинго на Кафедральной площади Гаваны. Поза скульптуры довольно интересная. Памятник как будто прислонился к одной из колонн дворца на Соборной площади. Многие туристы фотографируются, но не все знают, кому посвящена эта скульптура. И еще немного о ретро-машинах на острове Свободы, Куба. Посмотрите, какие же они красотки. К сожалению, с каждым годом парк ретро-авто резко сокращается, и его качество и состояние заметно ухудшается. Новые легковые автомобили для местного населения дорогие, поэтому все старые машины, «Жигули», «Москвичи», конечно, латаны-перелатаны, но на ходу, так как хозяева очень бережно к ним относятся, берегут. Это их кормильцы. Гавана – столица и главный порт Кубы. Он расположен на северном побережье Кубы и является природной гаванью. Основными экспортными грузами являются сахар, цитрусовые, минералы, импортные грузы, удобрения, топливо, различные машинное оборудование. В Гаване работает морской порт, и корабли курсируют между крупными городами. Водный транспорт, паромы в основном на Кубе используются для внутренних перевозок. Лайнеры, паромы чаще всего, их маршруты включают в себя посещение крупных островов. Хочу показать еще одно колоритное место со времен испанской колонизации. Побывать там, ощутить запах времени – это впечатляет, и обзор вокруг очень красив. Это крепость Эль-Мора, колониальная крепость, которая защищает вход в бухту Гаваны. Название крепости от испанского означает «возвышенность». Форт расположен на скале на противоположной стороне гавани от старой Гаваны. Красивый вид открывается на мили вокруг. Внутри расположена выставка, посвященная маякам Кубы. Пушки вокруг форта проржавели, а стены форта хорошо сохранились. Куба. Какая она? Стоит ли ехать на Кубу? Что можно сказать? Страна или в себя влюбляет, или нет? Вам решать. Но если вы фотограф, охотитесь за уникальными кадрами, то да, конечно же, вам на Кубу. Если вы ностальгируете по Советскому Союзу, то, конечно же, вам на Кубу. Много чего вы увидите и многим впечатлитесь. Если вы любите длинные песчаные пляжи и непритязательны к сервису на них, тогда вам на Кубу. Спасибо за просмотр, делитесь комментариями под видео.